Привет всем! Сегодня я хочу показать вот такой вот узор, очень красивые звездочки. Тоже для вязания любых подойдет изделий, шапок, шарфов, свитеров. Ну, в общем-то, все что угодно можно связать вот таким вот узорчиком. Он достаточно стабильный, даже может подойти на юбки, на жакеты, потому что вот не особо он так вот подвергается как бы деформации, такой вот упругий получается узорчик. И в то же время такой нежненький, какими-то звездочками, цветочками, диагональчиками вот такими смотрится он. Симпатичный. Сейчас я покажу, как его вязать. А вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Первый ряд, который мы начнем вязать, это будет у нас ряд изнаночный. Вот с него все начинается, даже вот здесь в начале мы начинаем вязать, как после набора, один ряд изнаночных петель. Все петли сделаем сейчас изнаночными. Также будем провязывать его изнаночным, ну, вот когда уже будут у нас набраны. Здесь захватываем первую петельку из этих трех. Она у нас немножечко как бы снизу получается. И все наши накиды предыдущие провязываем изнаночными петлями. Этот раппорт узора будет состоять из 4 петель. Значит, раппорт состоит из 4 петель, и можно сделать еще там сколько-то, по 2 петли, например, с краю. Не то чтобы кромочные, а просто для как краевые. В любом изделии нам нужны, там где сшиваем мы вязаные изделия, нужны какие-то кромочные ряды. Но здесь я не делала. Здесь только кромочная петля и сразу петли узора. Итак, этот ряд провязываем до конца изнаночными. Итак, мы довязали ряд до конца. Последняя петля кромочная. Переворачиваем работу. И у нас сейчас идет ряд. 3 петли вместе провязываются 3 лицевыми. И 1 между ними петля лицевая. Вот, например, но так как у меня уже идет узор, он уже начат, значит, я здесь смотрю, вот у меня из 1 петли было провязано, то есть из 3, я их провязала 3 изнаночными, да, с той стороны. Здесь они у меня лицевые. Значит, вот у меня 1, 2, 3 петли. Значит, я беру 1 петлю отсюда, 1 отсюда, этой как бы троечки, и 3 петли вот этих. Завожу вот так вот иглу и вытягиваю 3 лицевые. Значит, 1 петлю вытягиваю лицевую из 3, накид и еще 1 лицевую. Значит, 3 петли провязываем вместе 3, из 3 вывязываем 3, вот так, да, вот так. Между ними петля, которая у нас была в этой троечке, да, сейчас получается лицевой. Вот видно? Это очень обязательно соблюдать. Здесь мы видим, вот у нас выходит из этой звездочки 3. И вот эту петлю вместе со средней провязываем 3 вместе. Накид. И еще 1 вытягиваем. Так. Скидываем. Лицевая. 3 вместе. Накид. Еще 1 вытягивается. Лицевая. Итак, мы видим, что мы вяжем из 3 петли вместе, 3 вытягивается, между ними лицевая. Опять 3 петли вместе,
тремя. Как это объяснить? Из 3 петель мы вывязываем 3. Из 3 3, но 3 вместе, да? Вот так вот. 3 петли вместе тремя. Вот так. 1 лицевая. И заканчиваем ряд. Последний раппорт, как бы вот лицевая, и эти петли вместе. Накид. Еще одну вытягиваем. Так, и кромочная петля. Лицевой ряд мы связали. Переворачиваем работу. Первую петлю снимаем кромочную и все петли провязываем изнаночными. Все петельки изнаночные, как и в предыдущем ряду. Аккуратненько провязываем изнаночные петли. И вот мы видим, мы провязываем 3 петли изнаночными петлями. Они как бы у нас, как наш цветочек из 3 лепестков, да, получается. Вот с этой стороны у нас получается 1 петля посередине и 3 как бы лепесточка, исходящие из одной сердцевинки. Довязали ряд, и сейчас мы видим, что у нас идет 3 лепесточка из одной сердцевинки. Вот здесь видно? Так, наведу резкость. И 1 между ними петля. И опять 3 лепесточка и 1 между ними петля. Вот сейчас мы провязываем. Снимаем первую петлю. У нас идет первые 3 лепесточка. 2 лепесточка мы провязываем лицевыми. 1, 2. А вот эти, 1 лепесточек от этого цветочка, а 1 от этого, провязываем вместе с той петлей, которая была между ними. Провязываем опять 3 вытянутыми лицевыми петлями. Теперь эта уже петля идет как средняя между ними лицевая, и опять 3 петли вместе 3 лицевыми. Вытягиваем 1, накид и вытягиваем 3-ю петлю. 1 лицевая, 3 петли вместе 3 вытянутыми петлями. 1 лицевая. Итак, довязываем до конца ряда. Довязываем до конца. И обратный ряд изнаночный у нас будет изнаночными петлями. То есть, а потом будем повторять тот же раппорт. И будем следить, чтобы у нас всегда петли брались из соседних лепесточков. То есть вот серединка будет у нас теперь промежуточной петлей, а 2 соседних лепестка и бывшая серединка, то есть промежуточная, будет теперь составлять у нас наш лепесточек, цветочек. И 2 последние петли, соответственно, беспарные,
Вот, их провязываем лицевыми. И вот что получается. Немножко. Так. И вот в результате того, что мы все время переходим на соседние лепестки, у нас получаются такие диагонали. Вот такие диагонали. Наши лепесточки как бы идут в шахматном порядке. Так, значит, обратный ряд, изнаночный, и потом опять же повторяем лепесточки. И все вот так вот вяжется весь узор. Изнаночные в лицевом ряду провязываем 3 петли вместе тремя. Обратный ряд, изнаночные все. Ну вот, пожалуй, я и объяснила, как вяжется этот узор. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.